Друзья мои, всем привет! С вами Дина и канал Коллекция рецептов. Продолжаем серию подборок блюд. И сегодня на очереди десятка лучших закусок для праздничного застолья. Для тех, кто недавно на моем канале, отмечу, что это уже вторая часть подборки праздничных закусок. Ссылку на первую часть я оставлю в описании. Кто не видел, обязательно посмотрите. Все эти закуски есть у меня на канале, а ссылки на полные версии рецептов будут в описании под видео. Смотрите, выбирайте и составляйте свое праздничное меню. Куриный рулет – это очень вкусный, пикантный рулет, который прекрасно держит форму, все продукты отлично сочетаются и дополняют друг друга. Преимущество этого рулета в том, что он хорош как в горячем, так и в холодном виде. Если вы планируете подавать этот рулет как холодную закуску, то накануне его полностью приготовьте, остудите и храните в холодильнике, а непосредственно перед подачей на стол нарежьте и разложите на сервировочное блюдо. В качестве начинки можно использовать абсолютно любые продукты, которые вам нравятся: грибы, сыр, чернослив, курагу, морковь и так далее. Кроме того, это ароматное сочное блюдо также можно подать на праздничный стол прямо из духовки в качестве основного горячего, как с гарниром, так и без него. Морковь по-корейски. Думаю, каждому из вас хорошо знакома такая пряная и очень аппетитная закуска. Она хороша и сама по себе, а также является отличным гарниром для многих мясных и рыбных блюд. А еще служит одним из ингредиентов для приготовления различных салатов. Морковь получается настолько аппетитной и так вкусно пахнет, что сразу наступает ощущение праздника. У нее пикантный, пряный, кисло-сладкий, в меру соленый вкус, чесночный аромат и при этом хрустящая и очень сочная консистенция. Надеюсь, вы обязательно возьмете на заметку этот несложный и очень удачный рецепт и непременно воспользуйтесь морковью по-корейски, приготовленной своими руками, для создания новых праздничных салатов и закусок. Буженина по-домашнему. Буженина всегда была и остается невероятно вкусным мясным деликатесом для самых разных случаев жизни. Это очень аппетитная, пряная, холодная закуска. Но и в горячем виде мясо, запеченное целым куском, маринованное с чесноком и специями, многим придется по вкусу. Готовая буженина имеет плотную, но при этом нежную консистенцию, и в холодном виде ее можно нарезать сколь угодно тонкими ломтиками. Приготовление буженины не потребует от вас особых усилий, а в результате вы получите бесподобно вкусный, пикантный мясной деликатес с очень приятным ароматом чеснока и специй, а также прослойками жирка и посолочной смеси на разрезе. Конечно, буженину можно купить и в магазине, но приготовленная в домашних условиях она в разы вкуснее. Маринованные шампиньоны по-домашнему. Пожалуй, нет такого человека, который не любит вкусные маринованные грибочки. Такая аппетитная закуска всегда желанна на любом праздничном столе, а готовятся они довольно просто и быстро. Если не учитывать время настаивания грибочков, то на их приготовление у вас уйдет буквально 15 минут, а уже через сутки они будут полностью готовы к подаче на стол. Но чем дольше грибы находятся в маринаде, тем вкуснее становятся. Прелесть этой закуски в том, что ее можно приготовить задолго до праздничного застолья. Но имейте в виду, что грибы получаются очень вкусные, поэтому рекомендую делать сразу двойную порцию. Готовьте смело, это беспроигрышный вариант. Паштет из печени под вишневым желе. Всем известно, что на любом праздничном столе среди множества замечательных кушаний значительное место отводится салатам и закускам. Ассортимент закусочных блюд необычайно широк, от самых простых до изысканных. Предлагаю приготовить нежный сливочный паштет из куриной печени под вкуснейшим вишневым желе. Такая закуска не только красиво смотрится на столе, но и прекрасно сочетается с вкусовой изюминкой в виде кисло-сладкого ягодного желе, которое превращает обычный паштет в роскошное праздничное угощение. Уверена, этот необыкновенный паштет точно не останется без внимания ваших гостей. Свекла по-корейски. Это бесподобно вкусная, ароматная, в меру острая и очень аппетитная закуска. Такая пикантная кисло-сладкая свекла нравится даже тем, кто не любит этот овощ, а ведь она очень полезна для здоровья. Преимущество этого рецепта в том, что его можно приготовить за несколько дней до подачи на стол. И чем дольше свекла напитывается маринадом, тем вкуснее становится. Салаты и закуски по-корейски всегда занимают одно из самых почетных мест на любом праздничном столе.
здоровье, а еще выручают тех, кто соблюдает пост. Надеюсь, вы не оставите без внимания этот замечательный и совсем несложный рецепт. Домашняя ветчина из курицы. Думаю, вы со мной согласитесь, что от кусочка вкусной колбаски, буженины, ветчины или прессованного мяса мало кто откажется. Эти мясные закуски знакомы всем с давних пор. Такие лакомства всегда украшали наши праздничные столы. Да и сейчас ни один из них не обходится без мясной нарезки. В последнее время многие хозяйки стараются готовить вкусные мясные деликатесы в домашних условиях, поскольку для приготовления ветчины можно воспользоваться обычной кастрюлей, мультиваркой, аэрогрилем или духовкой. Ветчина, приготовленная собственными руками из натуральных продуктов, всегда гораздо вкуснее и полезнее покупной. Хе из кальмаров по-корейски. Предлагаю еще одну аппетитную, сочную и пряную закуску азиатской кухни. Этот рецепт особенно понравится всем, кто любит кальмары, и тем, кто хоть раз пробовал качественно приготовленный хе. Хе из кальмаров очень вкусная и в меру острая закуска. Она идеально подходит к праздничному столу, при этом готовится легко и быстро, а съедается еще быстрее, поэтому смело готовьте двойную порцию. Подают хе в холодном виде, присыпав обжаренным кунжутом и украсив веточкой зелени. Рулеты свинины с черносливом и орехами. Такое эффектное блюдо можно подать на стол как основное горячее, так и в качестве холодной закуски. Если вы планируете подавать рулет в горячем виде, переложите его на сервировочное блюдо и подавайте целиком, нарезая уже на столе. А если рулет готовился в качестве холодной закуски, его следует полностью остудить, а затем нарезать поперек на кусочки толщиной 5-6 мм. В этом видео вы узнаете один из принципов приготовления мясных рулетов, в качестве начинки к которым можно использовать абсолютно любые продукты, которые вам нравятся. Сыр, грибы, зелень, обжаренную морковь с луком, вяленые помидоры, болгарский перец, в общем, все на ваш вкус. Такое нарядное блюдо станет не просто украшением праздничного стола, но и доставит вам и вашим гостям истинное удовольствие. Селедка под шубой в закусочных тарталетках. Праздничное застолье – это целое искусство. И любая хозяйка мечтает удивить, порадовать и угостить на славу своих гостей. В этом видео предлагаю вам еще одну интересную идею. Приготовление закусочных тарталеток с эффектным внешним видом и очень вкусной начинкой, напоминающей легендарный салат «Селедка под шубой». Если все продукты для этой закуски подготовить заранее и хранить в холодильнике в закрытой таре, то на оформление тарталеток у вас уйдет не более 10 минут. Конечно, если у вас есть время и желание, то корзиночки можно испечь самостоятельно. И у меня на канале есть видео с рецептом приготовления закусочных тарталеток из песочного теста. Друзья, я постаралась подобрать для вас самые вкусные и интересные закуски, большинство из которых можно приготовить заранее. Надеюсь, это видео поможет вам определиться с выбором закусок при составлении своего праздничного меню. Напомню, что в описании под видео есть ссылки на полные версии всех этих рецептов, а также на другие подборки, в том числе горячих блюд, салатов и десертов. Если это видео было вам полезным, ставьте лайк и делитесь с друзьями. Не забудьте подписаться на мой YouTube-канал «Коллекция рецептов» и нажать на колокольчик, чтобы получать оповещения о выходе новых видео. С вами была Дина. До новых встреч, до новых интересных рецептов.